Мы с Юрой, естественно, не рассчитывали, что мы сразу найдем профессиональную работу по приезде в США. Нам повезло, и это случилось, об этом я рассказываю в видео про первую работу в США. И я помню, что мы рассчитывали ситуацию, где, допустим, первые полгода, приблизительно, мы работаем на то, что называется survival job, то есть работа не по нашей специальности, но такая, куда нас, с большой вероятностью возьмут. И мы думали, что, допустим, бариста или официант, в общем, работник ресторанного бизнеса может быть такой профессией, куда нас точно возьмут. И я помню, что мы брали за основу баристу в Старбаксе, и мы примерно считали, что в Сиэтле бариста в Старбаксе может получать около $3000 в месяц. Может быть больше, может быть меньше, но это вот такая средняя цифра. И мы думали, соответственно, если мы 2 человека работаем оба баристами в Старбаксе, то мы зарабатываем $6000. И я помню, что вот как раз, когда мы примерно считали, сколько нам денег нужно, у нас получалось, что вот этих $6000 нам будет хватать, чтобы удовлетворять свои базовые потребности. Я помню, что мы считали, что аренда квартиры one bedroom, то, что здесь называется, одна спальня плюс кухня и зал совмещенные, будет стоить около $2000 в Сиэтле. За пределами Сиэтла можно было бы снять дешевле, но мы думали, что первое время у нас не будет машины, и здесь не очень развит общественный транспорт, поэтому мы хотели жить недалеко от центра города. И вот 2000 это даже была маленькая сумма, мы думали, что от 2 до 2500 будет стоить эта квартира. Потом мы думали, что на еду у нас будет уходить где-то $1500, и эта сумма, если не ходить в рестораны, но покупать хорошую еду в дорогих магазинах, то, что здесь называется органик. Дорогая еда считается здоровой, фермерской, дешевая еда может быть изготовлена из очень плохих ингредиентов. То есть, окей, мы думали, что мы будем покупать еду в магазинах, готовить сами, но мы будем покупать еду в дорогих магазинах. То есть вот примерно 2-2500 на жилье, плюс $1500 на еду, это уже $4000. Еще где-то около $500 мы закладывали на ЖКХ, на все коммунальные услуги, плюс телефон, плюс интернет. Кстати, телефон и интернет здесь довольно дорого стоят. Один телефон стоит где-то около $50-60 в месяц, мобильная связь. И интернет тоже где-то около $60 стоит домашний. Где-то 4500 у нас получалось на это все, плюс незапланированные расходы мы закладывали где-то около $500, плюс бензин, плюс, я помню, мы считали спортзал, и что-то, допустим, у нас оставалось теоретически на отпуск там 1 раз в год. Вот. Это вот было $6000, которые зарабатывают 2 барист в Старбаксе. Но я помню, что нас действительно успокоили эти цифры, потому что мы поняли, окей, мы не умрем с голода, если мы будем работать в Старбаксе и не будем залезать в свои сбережения, как только мы устроимся на работу. Я помню, что мы считали, сколько нам нужно будет денег, чтобы жить более-менее комфортно и уже там не отказывать себе в каких-то вещах, к которым мы привыкли. У нас получалось где-то $7500-8000 в месяц минимум, чтобы уже жить нормально. И опять же, нас успокоила эта сумма, потому что мы поняли, что это не так далеко от зарплаты баристы в Старбаксе. И если мы, допустим, как только мы найдем профессиональную работу, хотя бы один из нас, если найдет профессиональную работу, а второй будет продолжать работать в Старбаксе, то у нас уже будет вполне себе достаточно денег. На этом на сегодня я закончу, потому что уже немножко темнеет. Я буду рада ответить на любые вопросы в комментариях, пишите. Если какие-то темы будут интересны, допустим, заполнение DS-260 или более подробные выкладки по ценам в Сиэтле, то, как мы считали, то, что мы закладывали в наши сметы, я это сделаю с удовольствием. Опять же, если будут еще какие-то дополнительные интересные вопросы, возможно, я тоже сделаю о них отдельное видео, либо я всегда отвечаю на все вопросы в комментариях, поэтому увидимся там, а еще в новых видео на следующей неделе. Спасибо вам всем за внимание, пока-пока!